Компания Радиосервис производит маркер-искатель серии PM2. Маркер-искатель предназначен для определения всех типов маркеров, в том числе интеллектуальных. На маркере-искателе находятся разъемы для подключения блока питания и головных телефонов. Кнопка включения приемника. На клавиатуре имеются кнопки управления. Кнопка меню для входа и выхода из меню. Кнопка записи GPS-координат для дальнейшей передачи в ПК. Кнопка увеличения и уменьшения сигнала. Кнопка ОК для оптимального увеличения сигнала приемника. Кнопка изменения громкости. Кнопка переключения типов маркеров. И кнопка выбора поисков маркера. Поиск маркера одного типа или режим сканирования. Перед началом работы нажимаем кнопку меню. В подпункте «Набор маркеров» нажатием кнопки «Ок» выбираем те маркеры, которые нам нужны. Либо отключаем галочкой, нажатием на кнопку «Ок», либо включаем те, которые нам нужны. Следующий пункт меню – автовыключение. Перемещаемся курсорами вверх-вниз. Автовыключение в данном случае выключено. Если мы нажмем на «Ок», мы войдем в это меню и стрелками вверх-вниз можем выставить время от 10 минут до 90 минут. Это нужно для того, чтобы, если, например, сотрудник забыл выключить прибор, он включился, например, через 10 минут. Либо эту функцию можно выключить. Нажимаем на кнопку «Ок», переходим снова в основное меню, подпункт GPS. Нажимаем на «Ок». Здесь у нас под меню соединение GPS, соединение с ПК, настройки GPS, журнал и назад. Этот пункт меню рассмотрим позже. И язык. И здесь вы можете выбрать из 3 языков: русский, английский и китайский. На данной территории нам нужно найти газовый маркер. Нажимаем на кнопку F и выбираем нам нужный маркер. Выбрали газовый маркер. Ставим усиление примерно 75 для начального поиска. И поиск начинаем хождением зигзагом. Приближаемся к маркеру. Вот мы нашли максимальный сигнал. Находим максимальный уровень сигнала по вертикали. При этом у нас звук увеличивается. И самое максимальное значение по шкале маркера. Затем смотрим максимальный уровень сигнала по горизонтали. Когда у нас возникает переполнение шкалы, нажимаем на кнопку «Ок». Вот наша ось. Ждем 3 секунды, и он определяет нам точную глубину. Для определения точной глубины залегания маркера нужно опустить маркер-искатель на поверхность земли. Если стоит задача найти несколько типов маркеров, есть режим сканирования. Здесь можно максимум выбрать 4 вида маркера. Но если нам нужно их поменять, заходим в меню, нажимаем «Набор маркеров». И в данном случае нам нужно, например, найти не воду, какой-то маркер поменять, а, например, газ. Ставим галочку. И сейчас мы видим
Вода поменялась на газ. Нашли газовый маркер. Маркер телеком. Нашли энергетический маркер. И маркер телеком. При поиске маркеров можно сразу делать привязку к системе координат GPS. Для этого берем внешний трекер, включаем, заходим в меню, заходим в GPS, соединять GPS, ставим галочку «Включение» по GPS модулю. Выбираем наш трекер. Тарелочка зеленого цвета нам говорит о том, что спутники нашлись и у нас установлено соединение с нашим трекером. Вот мы нашли газовый маркер. Нажимаем на кнопку координат. В данном случае у нас будет новый трек, либо продолжить, если мы записывали ранее. Нажимаем новый. У приемника есть связь с компьютером по радиоканалу Bluetooth. Заходим в меню, Phone GPS, нажимаем ОК. Нажимаем соединение с ПК, тоже кнопкой ОК. Открываем вкладку для работы с ПК и нажимаем скачать программу. После скачивания ее устанавливаем, заходим в программу, нажимаем файл, загрузить трек из приемника. Выбираем нужный нам трек, нажимаем кнопку «Загрузить». Также мы можем выбрать отображение, например, Яндекс.Гибрид. В каждой точке мы видим уровень сигнала, глубину и координаты. В данном случае у нас тип маркера газ. Также мы видим длину 293 метра от начала движения по треку до его конца, от точки А до Б. Также можно сохранить этот трек, либо экспортировать, либо в KML формат, либо Excel, либо CSV. Вот, например, назовем город 2. Нажимаем «Сохранить». Вот наш трек. Открываем программу Google Земля. И перетягиваем наш трек в программу. В каждой точке мы можем нажать и увидеть тип маркера, уровень сигнала, глубину залегания, широту и долготу. В базовый комплект входит маркер-искатель PM2, блок питания для заряда аккумуляторов, батарейный отсек 2 штуки. Если аккумулятор не заряжен, можно использовать батарейки.
солнцезащитный чехол для работы в солнечную погоду, сумка, и по дополнительному заказу поставляются наушники, GPS, Bluetooth трекер для передач в приемник географических координат.